завтраку? Да. По-моему, он закипел. Привет, друзья! Добро пожаловать в новый эпизод моих приключений. Меня зовут Константин. И сегодня 13-й день нашего рыболовного похода на таежное Кольское озеро. И мы собираемся на рыбалку. Дождя нет, Роман точит крючки. Будем ловить большую кумжу. Высохли хоть немного? Ну, После немного вчера. ключевое здесь слово. Но лучше, чем было. Да, вчера мы хорошо промокли. Отправляюсь на рыбалку. Горы видно, солнце светит. Дождя нет. Ветер нормальный. Просто сказка. Первая рыба сегодня. Рыбалка началась. О, какой ты шустренький. Вот такой хариус. Небольшой, но первый за сегодня. Рыбалка началась. Отлично. Вот такая блесна. Китайская. Роман сказал, это китайская. Ну, какая есть. За неимением вообще моей коробки. Отлично. Все, крючки подточил. Ловит. 3-й номер. Пробный заброс и сразу рыба. Но я подальше пойду. Рыбка подальше живет хорошая. Пока плыву, распустил дорожку. Ловлю в троллинг. А чё зря веслами трясти. Вот камень в воде. А вот вокруг него я и буду ловить. Никто в дорожку не клюнул. И на выматывание тоже не хочет. Ну что, большие толстые хариусы, я пришел за вами. Что-то нет поклевок, одна была. И все. Странно. Так. О, зоркий глаз летит. Он всегда за мной наблюдает, когда я рыбачу. Привет, птеродактиль! О, поклевка. Хариус. Небольшой. Сейчас поводить надо его, поводить. Ха, хариус. Это не хариус. Иди сюда. Это окунь. О. Такс. А где хариус? Слушай, приятель, я вообще приехал ловить хариусов. А тут ты. Пойдешь за это в коптильню. Будешь копченым окунем. Предпоследний наш день рыболовный. Завтра еще день рыбалки. И в субботу мы выходим обратно. Приключение заканчивается уже. Передо мной большая такая каменная россыпь камней. Каменная россыпь камней. Да, молодец. В общем, россыпь, каменистая россыпь большая.
И он, по идее, должен там пастись. Но это мое мнение и моя идея, что он там должен быть. У Хариуса может быть абсолютно другое мнение по поводу того, где ему быть. Есть. Вот это уже, наверное, Хариус. Ну, вообще на окуня похоже. Нет, Хариус. Давай Хариус. Хариус. О, этот уже получше. О, какой. Ну, отцепился, отлично. Так. Где тут? Оп, 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 оп. Они очень любят удирать из покрафта. Ё-моё, какой ты. О, вот такой красавчик Хариус. О, я ж говорю, прыткие. Тихо, парень. Пойдешь на жареху. Это Солпара в 772 длине с тестом 1/4. 7,21 грамм. Вот. Если сфокусируется эта камера, то вот так. Ну-ка, еще разочек. Вот такая вот палочка. Катушка Дайва. Экселлер в ЛТ серия. Колпачок от ручки я потерял в этот раз несколько дней назад. Намотан шнурок, я не помню, по-моему 0,18 какой-то, 4-жильный, для Кольского самое то. Тут в тонкости шнура извращаться не нужно. Вот. Рукоятку я укоротил примерно вот настолько. Мне мешало, была длинная, под мышку заходила, а сейчас вот спокойно могу даже твичить. Спиннинг отлично отрабатывает и мелкую, и крупную рыбу. Для Кольского не надо каких-то супер снастей. Если вы вот так, как я, по крафте, что-то где-то бьется, там ударилось какие-нибудь камни, тут чего-то где-то бросило кусты, там дорогие палки жалко. А это в самый раз. Блесна, вертушка 3-го номера, самая ходовая здесь. Поводок у меня флюрокарбоновый, диаметром 0,5 мм. Хариус его не боится, кумжа тоже. При поимке щуки, может быть, все будет хорошо. Когда целенаправленно ловлю окуня, ставлю металлический поводок. Ну, вот и все премудрости. Ой, ну у тебя-то хоть что, расскажи. Сейчас. У меня 2 хариуса и небольшой окунь в коптилку. Пока все. А у тебя как? У меня один хариус, которого я еще утром с камней забрал, и все. Не густо как-то. Не клюет. Вообще не клюет сегодня. Ох. Ну, друзья, давайте, раз рыба не клюет, расскажу вам про свой второй комплект снастей. Чтобы вот так вот с красивым видом в горы. Вот. Значит, мой второй комплект снастей. Удилище Daiwa Prorex XR. Вот аббревиатура. Так. Вот. Это значит у нас тут
2,40 длина и тест 15-50 грамм. 802 длина, значит, вот так. Катушка Daiwa Fuego 4000. Шнур здесь намотан мощный, 0,28. Во-первых, часто приходится выдирать в лесну водоросли, бывает попадаются коряги, топляки, камни. Щуки здесь очень мощные, злые. И есть шанс поймать хороший трофей. Поэтому такой мощный шнур. Ну, кумжа вы вчера в предыдущем моем видео, в общем, могли видеть, что кумжа клюет. И ничего ее не смущает. Значит, по приманкам. И как здесь у меня все устроено. Сейчас, секунду. Зацепился. Так, вот сюда. Да. Значит, сейчас у меня стоит флюорокарбоновый поводок диаметром 0,85. Такой толстый, потому что, ну, есть вероятность поимки щуки. И она здесь не маленькая. Вероятность, и сама щука не маленькая. Вот есть небольшой задир с прошлой пойманной рыбы. Ну, ничего критичного. А так я, в принципе, вот его откусываю дома, переклиповываю, ставлю новую клипсу, зажим и немножко укорачивается поводок, и все. Блесна. Значит, блесна, которая сделала рыбалку в этот раз, это Blue Fox Super Vibrex, или как он там, Vibrex? Нет, Super Vibrex, 5 номера. Вот в такой расцветке золотистой. Крючок, одинарник. Я сам устанавливал. По-моему, это 3.0. 1.0 вроде поменьше. Да, наверное, 3.0. Вот, кумжа в килограмм заглатывает эту блесну вообще без всяких проблем. Даже более мелкая кумжа там в полкило спокойно ее хватает. Ну и в принципе хороший размер, который частично отсекает какую-то мелочь. А четверки блесны я не ставил, потому что я их с собой просто не взял. Коробочка лежит дома на столе. Собираться надо внимательнее. Вот, у меня есть одна блесна тройка по Мэпсу и четверка по Мэпсу, который мне дал Роман. И тройка работала лучше, желтенькая. Ничего больше сказать не могу, потому что вариантов для экспериментов не было. Ставил я сюда большие колебалки, всякие разные, но в поисках щуки. Но ничего такого. В общем, либо мелкие блесны, либо вот пятерка Blue Fox, это то, что щука предпочитала в этот раз. Крупный воблер, который я взял, тоже не работали вообще никак. Была поимка одной щуки на 110-й воблер, а 160-й вообще никак. Не работали, все игнорировалось. Ну, возможно, из-за погоды. Было бы больше рыболовных дней, было бы больше экспериментов. Вот. Так что вот такой простой комплект. Никаких изысков, каких-то дорогих удилищ там или еще что-то. Опять же повторюсь, что самое главное — это надежность снасти и не бояться что-то где-то там сломать, ударить, чтобы не было сильно жалко за какую-то безумно дорогую палку или катушку. Вот этот комплект справляется на ура, дождь, любая погода, все отлично. Так что вот две мои снасти, Daiwa ProRex и Fuego 4000 и старенькая Salpara 772 MW до 21 грамма и катушка Daiwa Exceller в 3000 размере. О, горы затягивает. Будет дождь. Тонет сзади меня. Так что погода порадовала, но недолго и клёва не было.
осталось-то 2 дня. Каких 2? 1,5. Сегодня полдня, пятница. И в субботу мы отсюда выходим. Вот 2 недели и пролетели. Да греб. Я честно протроллил весь путь обратно. И ни одной поклевки. Порыбачили. В хорошую погоду. Блин, ну как так вообще? Тащу по крафт. Нашел ягоды черники. А решил съесть по пути. Прямо на дорожке растут. Идите сюда, ягодки. О. Парковочное место. Вот так. Смотрите-ка. Вот и дождь. Вот и дождь пошел. И, наверное, сейчас начнется клев. А ну его нафиг. А говоришь, рыба не клюет. Мы здесь предпоследний день полноценный, поэтому решили доедать все свои продукты, которые у нас есть. Значит, у нас здесь есть окунь горячего копчения и кумжа горячего копчения. Есть немного остатков сельдерея, немного маринованных корнишонов, лимон, луковица. И мы брали картошку для ухи, но уху варили 2 раза, поэтому решили ее всю сварить и съесть. Ой, комары. И я собираюсь сделать картофельный салат с копченой рыбой. Будет вкусно. Конечно, нож не кухонный, но тоже нормально. Так, развалилось, не дорезал. Ну, у нас такой будет рыболовный салат, можно его погрубее сделать. Дома, конечно, желательно нарезать все это помельче. Если делаете дома, то лук после нарезки желательно промыть в холодной воде, чтобы убрать весь аромат, вот этот сернистый, чтобы он не был горьким в салате. Но у нас салат рыболовный, поэтому... Паровоз поехал. У Романа там паровоз. Давайте посмотрим. Останавливаем нашу готовку. Идем смотреть на Ромин паровоз. Ох, у тебя там и паровоз. Он решил протопить
свою новую модернизированную печь для хлеба. Ты закидал ветками топку, было такое пламя. Закидал. Вот это паровоз. Хлеб будем печь? Или у тебя просто тестовая зажигалка? А, в общем, мы сегодня не спим. Ну, пораньше. Нам тесто еще же надо поставить. Ну, время только 7. 15. Успеем. Если сейчас все правильно сделать, сейчас вот ее надо прогреть просто. Сейчас прогрев идет. Сейчас прогреем, накидаем туда нормальных поляшек Ага. и пойдем готовить тесто. Я уже там салат шинкую. Отлично. Найденная стеклоткань. Отлично пока работает. У нас такой грубый мужской рыболовный салат. Большие куски лука. Нормально. И много его. Целую луковицу. Так бы я положил, наверное, дома половину. Лук. Теперь сельдерей. Сельдерей помельче бы его порезать, конечно. Так, остатки. Во. Так. Всю на землю, потом уберу. Так, это просто пополам. Если готовите дома, режьте помельче. Так будет вкуснее. Так, ну у нас же, да, еще раз повторюсь, грубый мужской рыболовный картофельный салат. Так, сельдерей готов. Сюда его. И огурцы. Так, их тоже покрупнее. Мельчить не буду. Опять же, если вы дома делаете, лучше все это резать помельче. Так, фумигатор надо добавить. О, закоптил. Давай комары. А мы продолжаем нашу готовку. Последний огурец. Так. Самолеты летают. Так, огурцы сюда. Так, теперь я возьму лимон, прокатаю его вот так, чтобы он стал помягче. Так, о, хорошо. Режем его. И вдавливаем лимонный сок через пальцы, чтобы все косточки остались в руке. Так. И вторую половинку тоже. И это можно немного перемешать. Это уберет, лимонный сок уберет часть горечи лука. Пускай
постоит вот так. Все, поправил? Теперь она даже раскрывается с трудом. Вот это сила. Следи за инструментом называется. Да? Вот это нормально. Теперь вот она не флипует. Я понял. Вот так и надо. С лимонным соком разобрались. Руки сполоснул. Щипет. Все в царапинах, потому что. И теперь картошка. Картошку я буду резать такими, наверное, кубиками покрупнее. Вот. Вот так примерно. Вот. Может чуть крупнее, как получится. Здесь все по-простому. Главное, повар должен вымыть руки и умыться, да? Обязательно. Обязательно. К хлебу со всем уважением. Со всем возможным и невозможным уважением. О, хлеб всему голова. Рыба крупными кусками. Я ее просто ножом вот так порежу. Так будет вкуснее. Все нарезали. Картошка. Огурцы, лук и сельдерей. Все это вот так вот размешиваем. Добавляем рыбу, окунь и кумжи горячего копчения. Смотрите, какие крупные куски. Кумжи, окунь. Отлично. Вот так это все. Чтобы чувствовать структуру и вкус рыбы. Горчица в зернах. А вот так, не жалея ее туда. И майонез из пачки. О, все мимо. Не страшно. Рыба, если бы она была мелкая, она бы вся разошлась на мелкие кусочки. А так как она крупная, то при таком замешивании останутся довольно большие куски. И это хорошо. Вот. Такая консистенция мне нравится. О! Отлично. Ну, похоже на деревенское оливье. Вот. В Типа деревне, того. Бабушки так делают. Да. Такая какая-то размазня. Но обычно вкусная. Так, я пойду посмотрю, кто там. Там самолет. Слушай, они сидят на самой макушке. О! О! Самолеты испугались. Ну чего, как тебе? Очень вкусно. Такой салат получился. Отлично вообще. Хорошо. Картофельный салат с копченым окунем, с копченой кумжей. Замес хлеба пошел. Мне бы еще стаканчик, кружечку теплой воды. Пожалуйста. Спасибо. Я вот в прошлый раз масло там замешивал, а теперь хочу в тарелке.
такой вот колобок. Я слышал, что колобки имеют тенденцию сбегать. От бабушек и от дедушек. А от меня Нехуй. я завяжу. Так, камушек. Вот этот. Перчатки-то вон сзади тебя. Я так, как-нибудь. Ждем. Время. Таймер. Таймер. 40 минут. Настроить. Пум. Побежала. Побежала. Колобочек греется у нас. Выстаивается. Выстаивается. Он уже согрелся. Тепленький. О, вот такой вот колобок. Ух ты, класс какой. Живой прям. У нас вот маленькая авария. Стенка боковая рухнула. И верхние все легли под углом. Все плиты перекрытия лежат. Ух ты. Столько работы и... Угу. Ну, опыт, сын, ошибок. Колобок в печку пошел. Ну, ему места хватило. Не зря месили. Осторожно, камень, кипяток вообще, наверное. Угу. Присыпать будешь? Да вот непонятно где и чем. Будет третья версия печки. Это очень хорошо топилось. Поддувало будем делать также. А боковые стенки принесем из монолита, просто поставим. Сейчас были наборные, это ошибка. Ну, на ошибку будем учиться. Камней плоских там хватает. Просто принести Большой вдвоем. Две большие пластины. Вдвоем их притараканить. Вот задняя хорошая пластина. Боковые надо такие найти и поставить. И все. Все будет хорошо. Дно там уже выложено в 2 или в 3 слоя. Нормально. Поправим. Ну, кто не ошибается, тот нифига не делает. Тут стрёмно засыпать. Ну да, может все обрушится. Да, пойдем. Пойдем. Осыпалось так осыпалось. Будем переделывать. А вот песочек. Да, он прям такой. Угу. Песочек сыпется. Вот такой. О, Хлебушек. Пойдем. пойдем. Как в прошлый раз, не выходит. Ну так он приблизился сюда. Ага. Но котелок неровный. Кривенький, да. О! Опа! Ой, О, какой какая красивый! буханочка! Вообще капец! Даже в раненой печи. Вот такой вот хлебушек получился. Класс! Вообще Слушай. шикардос. Горячий. Надо, чтобы подышал. А ты говоришь, что снимать не получится. Вкусно пахнет. Дай-ка я тоже приложу. О, прям хлеб. А. Как хрустит. Сейчас вернем.
Ой, какой хлебушек. Это прям настоящий. Летчик тоже хочет посмотреть. Я доволен. Эксперимент удался. Ну, нюхни еще раз. Ну он же просто... божественный. Корочка какая тут. Корочка. Класс. Она и хрустит, и мягкая, мягенькая. Ой, я тоже хочу корочку. Руби. О, хруст-то какой. А я попробую прямо сразу. Однако вкусно. Короче, печь восстановим. Учтем все ошибки. Будем экспериментировать не только с белым. И сделаем еще бородинского. Так, глядишь, до пирогов дойдем. Да, рыбники будем печь. Я вот так мякиш сначала съем, а потом корку буду грызть. Не, ты с маслом хотел, можешь давай? Не, я сначала так, потом может быть с маслом. Пока просто хлеб. Как в детстве. Купил хлебушек, оторвал горбушку. И пока до дома дошел, съел ее со всех сторон, буханку. Потрясающий вкусный хлеб. Роман молодец. Какая горбушка. Хрустящая. Без мякиша одна горбушечка, это вообще вкуснотища. Если бы у нас еще неделька была, печку восстановили. Не, если бы у нас еще было хотя бы несколько дней, я бы его восстановил бы сейчас. Так у нас... Понимание все есть, материалы туда. Самое тяжелое это камни туда принести. Да. Камни уже там 2 стенки принести. Две стенки принести, и все. Напряжемся, вдвоем принесем и все. А завтра последний день, поэтому... А в субботу мы уже выходим. Да, поэтому нет смысла. Уха кипит. Уха варится, да. 5 минут первого. Но это мы сегодня еще рано. Это рано, да. Но сегодня посветлее, туч нет, хорошо. Даже фонарик не надо. Ну, все видно. Привет, друзья! Сегодня 14-й день наших приключений на Кольском полуострове. И завтра мы отправляемся домой. Поход, да, был не самым приятным из-за погоды. Ну да. 7 дней нас поливало дождем без перерыва. Так что половину времени мы
Но мы крайне эффективно воспользовались первыми 2 днями, что позволило нам с комфортом дожить все эти 7 дней, когда нельзя было выйти на воду с рыбой. Да. Нас порадовал окунь. Окунь вообще капец порадовал. Окунь, вот. Щука. Кумжа. Кумжа. В первые дни, да, как раз все это было. А потом раз. И включили север, да. 2 дня лета у нас здесь. 4. Нет, ну вот последние. Первые 2 и вот И эти. вот эти 2. Ну, было еще 2 дня послабления, когда порыбачили. Прям похоже на июль месяц. Потому что до этого был настоящий сентябрь. Вот как мы Да, сидишь, смотришь, сентябрь, все, серое небо, свинцовая вода, это ветер северный, холодный, плюс 8, ну куда 8 градусов днем. Как мы в сентябре с тобой? Почти. были, В сентябре еще было хуже, но Нет, ну примерно вот. на контрасте вот с такой погодой, конечно, это вообще жутко. Рыбалка трудовая. Ну, за исключением первых 2 дней. Первые дни окунь активный был прям совсем. Все хватало, что не брось туда, все ел. А потом все выключили. Да. Чик, и рыбы Ну, нет. блин, это Кольский, он такой. К этому надо быть готовым и морально, потому что на 7-й день уже, конечно, становилась прям, ну, тоска, болото. Казалось, что выезжать будем в такую же погоду под дождем. А так хоть как-то послабление, класс. Сегодня мы в основном будем делать свои дела в лагере. Крону надо делать, Надо. нычки всякие по лесу раскладывать. Особой рыбалки не будет. Все это надо приныкать. Они хорошие люди, все это находят и ломают. Да, либо исчезает, либо в негодном состоянии. Ну стол у нас ушатали. Ну, стол сожгли, это я уже, да, рассказал об этом. Не, ну видно же, что не дрова. Ну, дрова кончились. Они имеют такую тенденцию. Вот они есть, вот их нет. А что за ними идти, давайте сожжем стол. Он, ну, стол. И под каким углом посмотреть. А пень это дрова. Знаешь, вот градус угла осмотра, если он где-то в районе 40, то это уже не стол, это пень. На речку не сходили, ни на одну. Да никуда и не сходили. На Все озера эти 7 дней. не сходили. А столько планов было. Расскажи мне о своих приманках. Какими ты пользовался? О своих я уже рассказал. Можете коробочку дать. Не надо ничего, я и так расскажу. Я свои приманки знаю хорошо. И как всегда, в принципе, я мог в этот поход взять одну блесну. Это вертушка. Если какими-нибудь этими... Мэпсами мерить. Не, мэпсами я вообще не люблю мерить. Мэпсами давно уже не рыбачу. Если блефоксами мерить, то это 3 и 4. Вот эти вот размеры. Цвет сердечника любой темный. Красный, черный, там, как-то так. Лепесток лучше всего золото. За все годы всегда лучше всего показывает Лучше себя всего золото. Ну, иногда выстреливают какие-то другие цвета еще дополнительно. Но золото, как поисковик, всегда работает, находит и ловит. И можно не снимать и не искать лучшие доли. Чинуки сегодня хорошо прям себя показали по разной рыбе, особенно по щуке. В итоге Золотой чинок. золотой чинук достался какой-то очень зубастой зверюги. Флюр срезала вообще просто на раз. Так что вертушка, ну вот прям вот самый топ. Ну, 3-4 номер. 3-4 номер вертуха. Колебалка Самая- 10 грамм. Колебалка 10, да. Летит против ветра. Ну вот когда ветрит, да, колебалка, конечно, лучше. Ее можно за горизонт подправить в любом направлении, несмотря ни на какой ветер. Летит хорошо. Ну, вот. Тоже ловит рыбу, но вертуха быстрее вызывает к себе. Очень сильная рыба. Окунь, блин, вот это вот по 700 грамм, это, конечно, круто. Спиннинг просто в дугу. Тут реально на кумжу уже похожие вот эти вот ребята так давят классно. И они вот не трепыхаются, как, ну, там, 400-граммовый окунь, там, 500-граммовый. Этот уже так прям давит, прям фрикциончики включает, прикольно. И очень интересно и удивительно с этим окунем. Вот мы сколько его, 2 года? 2 года мы ловим окуня, потому что мы 2 года приезжаем раньше. В июле. В июле. А в августе он уже не клюет. В сентябре его вообще просто, ну, практически невозможно поймать. Он уже не клюет. Он уже не клюет. Вот сейчас уже поймать окуня прям большая проблема. Ну, А единичные какие-то ты и они выхватываешь. уже не там, крупные, да. И вот его нет в том столпотворении, которое вот ходило. Всё И так. объяснений у нас пока этому нет. Ну нет, мы с тобой Ну, кое-что примерно мы поразмышляли. имеем размышления. Ну, вот с
100%. Ну, идея такая наша, что в воде есть какие-то жучки, жучки, бокоплавчики, я не знаю, как они тут называются. плавунцы там всякие. Какая-то вот подводная дрянь, которая, видимо, в периоде размножения в этот момент, и он ее выходит активно жрать. И прям активно кормится, и вся остальная рыба затухает. Даже хариуса в этот момент прям поймать тоже, но надо прям в озеро выходить. Хариус теми же жучками кормится. Но при таком Нет, он столпотворении его, видно, окуня да, он выдавливает, выжимает, все, и хариус всё. там рядом уже не стоит. Так нельзя так поймать. Вот тут, ну, хариуса поймал, и окунь поймал. Так не бывает. Окунь, щука, да, вот эти в паре ходят. А хариуса там с ними нет. В общем, они отжимают хариуса, и какое-то время в озере просто можно в разных локациях найти приличного окуня. Но мы же его потрошили, там нет ни малька, ничего. Нет, рыбу он не жрет, он набит вот какой-то мелкой фигней. Жучки, в общем. Ну да, Мы называем это жучки. там сложно понять, мелкая продукция. Ну, как у хариуса, вскрываешь И его, хариус, да. то он то же самое у окуня. Всё. Ну и вот, видимо, сезон активности этой подводной мелочи заканчивается буквально за 2-3 дня. И все, окунь все угасло. расходится. Окунь расходится, его в озере уже не найти. Он уже не тусуется пачками. Там одного где-нибудь поймаешь случайно. Да, вот хариуса ловишь, раз окунек попался такой, не очень большой. Да, и он сразу не такой большой. Потому что вот я первые 8 лет езды сюда, ну, поймал за 8 лет, ну, не знаю, Несколько. 5 окуней. И это все были такие окушки полосатенькие, которые отправлялись подрастать, потому что, ну, это совсем смешно. И было понятно, что да, какой-то тут бедный несчастный окунь существует, его, наверное, тут все гоняют, и его тут нет. Но вот приезжаешь в июле и понимаешь, что окунь тут король мира, поди еще найди другую рыбу. Ну и он, конечно, конских размеров, это круто. Какой у тебя основной спиннинг? Дайва. Катушка, там все дела. Катушка Стелла Шимана 2014 года. По размеру трешка, Трешка. 3000-ник. В этом году работаю со шнурами. Вот у тебя новая. Приезжал с леской сюда. Но рыбы здесь очень сильные. Особенно вот щуки, которые там трешечка. Вот после трешечки я выбрасывал где-то метров 20 лески. Ее перекручивает, то ли она ее, ну, растягивает, я не знаю. Ну, в общем, ее собрать невозможно на катушку, эту леску. Просто приходится отрезать. И это привело к тому, что я отказался от лески и приехал со шнурами. И думаю, впредь тоже буду приезжать со шнурами. Просто флюрокарбоновый поводок можно сделать и метр, вообще не проблем. Если правильный узелок вязать, выскакивают они только... Ну, проволочный надо иметь в кармане. Это понятно, что щучки срезают знатно. Ну и шнур нужно запасной брать. Да, нужно. В этом году у тебя Да, накрутила. мать борода. Да, супер борода. Да, и, конечно же, тут белые ночи, не заходящее это солнце. Ну, такое, за сопочку зайдет. Но мы приехали первые дни-то вообще светло было 2 дня. Совсем было светло. Ну, потому что потом тучи, и мы не досмотрели вот этот 7 вот... 7 дней, да, да, даже не тучи, это были не тучи. Мы сидели внутри этого гребаного облака. Облако серое 5 дней такое. вообще конкретно мы сидели внутри облака. Все, тут фонарь включаешь, и четко видно, как тут какие-то... Ну, вода вот так вот, да. да. Ты просто Влажность. внутри облака сидишь, все нормально так. Рыба не сохла. Ничего тут не сохло. А, носки повесил, они мокрые стали. Вот сухие достал, повесил, все, они мокрые. Даже комаров не было. Не было. Вообще. Ну, там один какой-то Ну, вылетел, какие-то, вообще там, не напрягающие. Лето. Класс. В общем, все равно спасибо погоде, потому что сейчас идти и делать сынычки Да, и выходить. будет гораздо приятнее, чем под дождем. Это точно. Давай завтракать рыбу. Ну что, мы собрались. Лагерь в чистоте. Вот, оставляем так. Соблюдайте, пожалуйста, чистоту, если вы сюда пришли. И порядок. И не жгите вот эти вот столики. И пеньки, на которых сидеть. И ящик нужен, на нем рыбу разделать. И ящик нужный.
Все схоронили? Собрались. Схронов целая тайга. Озеро провожает нас штормом. Ну, не штормом, но таким плотным ветром. Встречным. Будем грести Погребать нормально. будет тяжело, да. Рюкзаки тяжелые, мокрое все. Увидимся здесь в следующем году. Счастливо. Всем до встречи. А, будь здоров. Правду сказали. Куда ты поплыл? Все, друзья, Роман уже погреб. Я вот собрался, запаковался. Вот мой покрасный рюкзак. Все привязал. Немножко ветер стих. Но в середине озера волна все равно большая. Потихоньку отчаливаем и домой. Увидимся. Всем пока. Добрались до берега. Пора домой.